Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Валерия Золушка. В этом видео я буду наводить порядок и организовывать хранение на вот такой новой белоснежной кухне моих родителей. Я знаю, что многим интересна тема организации хранения. Также, конечно же, будет мотивация на уборку. Если вы впервые на моем канале, расскажу, что родители в эту квартиру переехали примерно полгода назад. Здесь был сделан капитальный ремонт, все абсолютно новое, но еще не везде мы успели организовать хранение, чем сегодня и займемся. Так что всем желаю приятного просмотра. Здесь я вам показываю все, что я приготовила для организации хранения в ящиках. И кроме того, я купила пару баночек. Вот такую симпатичную баночку для соли. Ее я заказывала на Wildberries. Я на все, что я использовала для организации, обязательно оставлю ссылочки внизу в описании под видео. Может быть, кому-то пригодится. И также я купила вот такую красивую стеклянную банку. На самом деле это уже вторая баночка, потому что одну такую банку я уже купила, примерилась, посмотрела, как она будет смотреться на кухне. Мне очень понравилось, и я докупила такую вторую. Вот эти контейнеры я приобретала в Leroy Merlin, уже показывала вам их в прошлом видео, когда мы с папой гуляли по Leroy Merlin. Эти контейнеры размером 24 на 17 сантиметров, они идеально подходят в ящики в этом кухонном гарнитуре, стоит каждый контейнер 161 рубль. И кроме того, я взяла вот такие ажурные корзинки, 2 штуки, они размером 20 на 20 сантиметров, они более глубокие, стоит каждая корзинка 125 рублей в Leroy Merlin. Ну и сейчас приступаю непосредственно к организации, показываю, что в верхнем ящике лежат столовые приборы. Кстати, у нас органайзер для столовых приборов шел сразу с кухни, это очень удобно. И сейчас буду организовывать средний и нижний ящики. Здесь сейчас все навалено в одну кучу. Мне кажется, что очень неудобно, когда у тебя все так. Гораздо удобнее, конечно, когда у тебя все в контейнерах и рассортировано по категориям. Вы знаете, если нет возможности купить контейнеры или органайзеры, то можно сделать их даже из своих каких-то подручных средств. Я помню, что первое время, раньше, не знаю, наверное, года 3 назад, когда я еще не покупала контейнеры, я просто сама брала картон, обклеивала листами белой бумаги и делала такие разделители для ящиков. Также можно использовать коробки разного размера из-под обуви, например, из-под детской обуви, где коробки не очень крупные, очень удобно будет их использовать для хранения на кухне. В общем, тут как фантазия подскажет. Я сначала вот таким образом расставила контейнеры, но потом чуть дальше я вам покажу, что я все-таки изменила немного порядок расстановки контейнеров. Тут, конечно, такой процесс творческий, ты все раскладываешь, расставляешь и смотришь, как будет удобнее тебе пользоваться. Помимо того, что я все раскладывала, я еще и немножечко расхламила. Конечно же, все спрашивала родителей, нужно им что-то или не нужно. Все-таки я не имею здесь вот так вот права взять и сама что-то повыбрасывать. Хотя мне кажется, что если бы это была моя кухня, я много от чего бы здесь избавилась. Но все-таки, как говорится, в чужой монастырь со своими советами не лезут, поэтому я, можно сказать, ничего здесь не трогала, просто все разложила по категориям. Например, у мамы блокнот с рецептами хранится вот в таком пакете из-под молока, и мне кажется, наоборот, вот этот пакет придает какие-то нотки ретро, воспоминания о наших прошлых квартирах, где мы жили, потому что у меня папа военнослужащий, и они очень часто меняли место жительства, переезжали из одной квартиры в другое, и мне кажется, что наоборот, вот такие мелочи, они хранят в себе воспоминания. Теперь я приступаю к организации нижнего ящика. Он более глубокий. Сюда я уже приспособлю корзинки ажурные, те, что поглубже. Здесь у мамы хранится миксер, бигуди, губки, тряпочки. В общем, тоже все это нужно разложить по категориям, чтобы не лежало все в одной куче. Также у папы здесь есть такая большая пила или нож. Он ее обернул, чтобы никто не поранился. В общем, сейчас все буду красиво расставлять. Прежде чем раскладывать все по контейнерам, я протираю ящики влажной тряпочкой, сухой тряпочкой. Можно было, конечно, пропылесосить, но мне что-то, честно говоря, лень было идти за пылесосом, поэтому я быстренько все протерла. Но, наверное, пылесосом было бы эффективнее какие-то мелкие крошки из углов собрать.
Кстати, пишите в комментариях, как вы организуете на кухне шкафчики, ящики, пользуетесь ли вы контейнерами или считаете их ненужными, бесполезными. Я помню, раньше как-то так скептично к этому относилась, но со временем я очень полюбила организацию в таких контейнерах. И сейчас, когда я у родителей организовала хранение на кухне, могу сказать, что себе на кухню я тоже, думаю, буду покупать органайзеры именно из Leroy Merlin. Они мне очень понравились. В прошлом видео я вам показывала, какой там большой выбор контейнеров из разных материалов, разных размеров. Оставлю ссылочку, кому интересно, перейдите, посмотрите это видео. Действительно, там шикарный выбор. Мне кажется, что не хуже, чем в IKEA. Ну что, вот так все выглядит в нижнем ящике. И сейчас я вам покажу, как все-таки я переставила контейнеры в среднем ящике. Я решила расставить их вот так симметрично, а самый маленький контейнер я все-таки убрала. Мне кажется, что вот так выглядит все гораздо симпатичнее. Маленький контейнер я пока не использовала, я его приспособлю подо что-то другое. Лично мне очень нравится такая организация, мне кажется, что родителям тоже будет всем пользоваться гораздо удобнее. Очень нравится, что в один контейнер поместили все инструменты папы, которые такие самые необходимые, какие-то отвертки, в общем, какие-то железки, грубо говоря. Мне кажется, что удобно будет их оттуда доставать. Ну а сейчас я перехожу уже к организации на столешнице. Нужно помыть стеклянную баночку и банку для соли. Как я уже сказала, одна стеклянная банка у нас есть, там хранится печенье, и мне очень понравилось, как смотрится она на столешнице. Очень симпатично. Кстати, и стеклянные банки, и банку для соли я заказывала на Валберес. Обязательно оставлю ссылки внизу в описании под видео. Я сейчас мою все без перчаток. Дело в том, что у меня здесь в квартире родителей только одни перчатки, в которых я мою полы, делаю какую-то грязную работу, а вот для посуды, к сожалению, у меня здесь перчаток нет, но дома, если бы я это делала, то, конечно, бы я делала все в своих любимых японских перчатках с гиалуроновой кислотой. Вы знаете, что я не люблю возиться в воде без перчаток, мне все время жалко свои руки и свои ногти. Кстати, вот в этой баночке для соли крышка прорезиненная, и она сидит так достаточно плотно, нужно приложить усилия, чтобы ее открыть, даже мне ее сложно открывать, и поэтому я в итоге из крышки убрала вот эту резинку, чтобы крышку можно было спокойно, быстро и легко открыть. И когда я выбирала баночку для соли, мне кажется, что я весь сайт Wildberries перелопатила, прежде чем найти эту банку. Сначала я хотела брать банку не рельефную, просто гладкую, и приклеить на нее наклейку. У меня уже есть наклейки, потому что когда я организовывала здесь сыпучие продукты, я наклейки покупала с надписями, какие крупы, там соль, сахар, но потом я увидела вот эту рельефную баночку, и она мне очень понравилась, поэтому я ее оставлю без наклейки. Кстати, хранение сыпучих продуктов на этой кухне я также снимала, показывала в отдельном видео, обязательно оставлю подсказку вверху и ссылку в описании, если вам интересно, переходите и смотрите. Я здесь организовывала сыпучие продукты в контейнерах из IKEA, успела я их тогда купить, и чуть позже я вам, кстати, покажу эту полочку, как там все смотрится. Вот вы здесь на заднем плане можете видеть, что одна баночка стеклянная уже стоит, достаточно удобно ей пользоваться, и сейчас во вторую баночку я складываю орешки, грецкие орехи и конфеты. Кстати, стеклянные баночки, они от турецкого бренда Паша Бахча, возможно, неправильно произношу, но я так поняла, что это достаточно известный бренд посуды, у них огромный ассортимент, на Wildberries можно посмотреть. Мне очень-очень понравился у них ассортимент, такое все стильное, красивое, не кричащее. Я думаю, что на свою кухню тоже буду что-то приобретать. Ну а сейчас будет мотивация на уборку. Я помою хрустальные вазочки, в которых раньше лежала соль у мамы в пакетике, лежали орешки, конфеты, все это перемою. Также мне нужно помыть раковину. Я уже рассказывала в одном из прошлых видео, что здесь раковина белая, и она, к сожалению, часто пачкается. Она
Она в себя впитывает цвет от разных веществ, которые выливаются в раковину. И раньше я не знала, чем ее очистить. Большое спасибо всем вам за совет. Вы писали мне много комментариев. И сейчас я чищу раковину средством Sunfor, но я также пробовала чистить ее Domestos средством из Fix Price Sanitary Formula, который содержит хлор. И все эти средства прекрасно очищают раковину. Вот вы можете видеть, что она на глазах светлеет. Здесь я, конечно же, уже использовала перчатки, потому что средство агрессивное и нужно беречь кожу рук. Перчатки, кстати, эти из IKEA, они достаточно давно уже у меня. Неплохие перчатки, прочные. Единственное, что мне не нравится, что внутри нет никакого напыления, и когда руки потеют, то не очень комфортно. Кстати, ребят, пишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, по вашему мнению, откроется IKEA в России или нет, и если откроется, как скоро это будет. Насколько я знаю, до конца мая IKEA закрыта, но мне подсказывает сердце, что все-таки она откроется. Пишите ваше мнение в комментариях, будет интересно почитать. Также я протираю фартук, я его протирала в этот раз без всяких средств, простой водой. И вообще вот мне кажется, что если делать такую простую, легкую уборку на ежедневной основе, то есть ты после мытья посуды просто тряпочкой пробежался по фартуку, по фасадам, не будет эта грязь, жир так накапливаться, и не нужно будет потом приложить много усилий, тратить много времени, чтобы все это очистить. Мне кажется, что лучше на ежедневной основе уделять этому 5-10 минут. Кстати, ребят, хотела сказать, что все видео, которые касаются квартиры родителей, начиная с момента ее покупки, какой она была до ремонта, какой был процесс ремонта, как здесь создавалась красота, также все, что касается организации хранения, мотивации на уборку именно в этой квартире, рум-тур, который я планирую снять, все это я переместила в отдельный плейлист, который называется «Уютная Сканди квартира». Вы можете в этот плейлист перейти и просмотреть все видео друг за другом. Здесь я протираю фасады и параллельно разговариваю с мамой. Она зашла на кухню и сделала мне замечание, что я фасады протираю чистым икеевским полотенцем, потому что мама у меня так очень ответственно к этому относится. Каждое утро меняет полотенце на чистое, тряпочки для посуды меняет очень часто. А я тут взяла и тряпочкой для посуды, и полотенцем начала протирать фасады, потому что не нашла ничего другого. Вот, она мне сделала замечание, конечно же, она права. И еще хотела вам сказать, что у меня есть телеграм-канал, в котором я активно каждый день, я там показываю прямые включения какие-то, свои перемещения, видео и фото с нашей новой квартиры, как продвигается наш ремонт, и все это показываю каждый день, то есть вы можете это увидеть, не дожидаясь выхода видео. Меня просто спрашивали в комментариях, есть ли у меня телеграм, хотя я в сообществе размещала ссылки, но, видимо, не все видят эти посты, так что я под этим видео оставлю ссылку на свой телеграм, либо вы просто можете в телеграме набрать латинскими буквами Валерия Золушка, и обязательно там высветится мой канал. Так что, кому интересно, подписывайтесь. Ну что, на этом моя уборка окончена. Честно говоря, я хотела здесь еще успеть пропылесосить и помыть полы, но дело в том, что я уже закончила свою организацию и быструю уборку к обеду, и мама уже укачала Рому в коляске, он спал, и я просто не хотела шуметь, не хотела доставать пылесос, поэтому уже оставила это на другой день. Вот здесь, кстати, мне хотелось показать вам, какие ручки на этой кухне. Мне очень-очень нравятся, какие здесь ручки. Мы их выбирали лично, они нам сразу понравились, и родителям они сразу понравились. На нижних ящиках мы выбрали вот такие ручки, а на верхних ящиках ручки из той же серии, но они круглые, и очень удобно за них браться и их открывать. Здесь также есть подсветка, которая включается, ну, как бы ручное у нее включение. Очень классная подсветка, очень удобная. И вот здесь я вам показываю хранение сыпучих продуктов на полке. Эти контейнеры, как я уже сказала, из IKEA, и в них оптимально вмещается полная крупа вот эта из пакета. То есть у них оптимальный объем, ни больше, ни меньше. И также я заказывала наклейки с Валберес, я оставлю ссылку тоже внизу под видео, может быть, кому-то информация пригодится. Ну и, как я уже сказала, более подробно организацию сыпучих продуктов вы можете посмотреть в отдельном видео. Друзья, на этом буду с вами прощаться. Если видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Если вы впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь. Ну а мы совсем скоро увидимся с вами в новых видео.
Всем пока-пока!